О, мы в эфире. Здорово, молодежь. Здорово, Да, молодежь. здорово, молодежь. Здорово, молодежь. Здорово, Да, молодежь. здорово, молодежь. Здорово, здорово. Так, 15 минут. 13 даже. Послушать песенки. Можно послушать песенки или анекдоты, или что-нибудь пообсудить пока что. Обсудить. Ты видел Да. главную новость Летальность дня, бытия. что Blizzard уходит из Китая? Blizzard уходит из Китая. Blizzard Ну уходит да, из зайди на Китая. ТТФ, посмотри. Tencent прекращает отношения с Blizzard. Там глава Tencent назвал Бобби Котика вроде придурком. Однажды люди поймут, сколько вреда может причинить один придурок. Осуждаю. Нормально. Ну все, похоронка Blizzard. Говорят, что все учетные записи местные близзардовские будут заморожены. Никакого Варкрафта, ничего. Вроде как, насколько я понимаю, единственная игра, доступная на Китае, в Китае, да, Activision Blizzard, это будет Diablo Immortal. И вроде как Call of Duty Mobile, но я не уверен. Но Diablo Immortal точно будет вроде доступна еще. Рафляночка, да? Угу. По-моему, это очень смешно, то, что происходит. Уже ждем, что там с акциями Blizzard. Уже полетели вниз? Какая разница-то? Не знаю. Чтобы они там побыстрее брюхом кверху всплыли, чтобы всех этих радужных пони оттуда Ну, учитывая, повыгоняли. что там Фил Спенсер всех купит, какая разница-то? Не знаю. Так он никак не пострадает. Там уже все зафиксировано. Он покупает по цене акций как на момент совершения сделки. Ну ладно. Ну ладно, как скажешь. Сам факт того, что минус саб же. Ну, они и так не имели все доходы. Они же через то, что Tencent издавал их игры, они получали процент. Но все равно это, я предполагаю, что это довольно существенные деньги. Они и так нищие были, да? Еще один этот. Сегодня же в Overwatch 2 должны были вернуть Мэй персонажа. Вышел патч, но Мэй не вернули. Ага, Зато игроки обнаружили новый скин за $10 для нее. Ну вот что, купи скинчик. А Мэй потом будет. Научит. Тут это... Вот, короче. Все по чесноку, никто не обманывает. Всем все платится. Вот этот скин, Покупайте смотри, на- $10. Я бы за него это и рубля не дал. Не, ну в принципе он такой девчачий, так что я тут не это. Не ЦА, может, из тех, кто любит такое всякое розовое, там, плюшевое. Может, им нормально. Новость еще, что Тарантиныч снимет сериал вроде как для Netflix в следующем году. Восьмисерийный, ага. А, да? Такой, да? А я не правильной знаю, идеей. вроде пока ничего не известно. Единственное, что известно, что он снимет сериал 8-серийный в следующем году. Все, короче, теперь идем в сериалы. Все в сериалы. Все в сериалы. За сериалами будущее. Ubisoft божится и клянется, что ремейк Splinter Cell все еще на стадии разработки, пока в роли прототипа, но все идет своим чередом, все хорошо, и главное не торопиться. Правильно, куда спешить-то?
Splinter Cell как хорошее это вино. С годами становится только лучше, слаще. Тем более они же сюжет переписывают, видишь, они там сидят, думают. А что, Ну да, предыдущий был нетолерантный? А, в смысле, они ну да. оригинально переписывают. Все, вспомнил. Ну да, там что-то какой-то Камбаян, Николадзе, Грузия какая. В Ubisoft они же ушли от политики, поэтому теперь нужен какой-нибудь, знаешь, черный бивень, там, не знаю, черный бис. Не, они говорят, что это будет актуальная мировая повестка. Я даже тыкать не буду, кто будет плохим. Тут вполне очевидно, Да, кто чё там плохой, тыкать, чё кто там? хочет весь мир погубить. Да, это понятно. И это будут не китайцы. Они будут сзади Не-не-не, стоять. поскольку если ими 20% Ubisoft уже принадлежит Tencent, не-не-не, А, конечно. болтать нельзя. Ну все. Ты трансляцию-то себе открыл? Нет, у меня ссылки нет. Так Весело. я вроде в диск кидал. Вон она выше, посмотри. А, нет. Это ссылка на Steam. Я ее в телегу тебе кидал. Сейчас я тебе дам ссылку. Нет, уже в телеге она по-любому уже ушла. Пугла. Пука геймер. Ты Пука геймер. Угу. Я вот Пука геймер. Пука гейминг шоу. На ПК как на ПК, жизнь прекрасна и легка. Ой, блин. Что там, через 6 минут? Понятно. Это понятно. Да, это понятно. Да, это ясно. Да, это понятно. Гейм-директор Fallout New Vegas Джош Сойер заявил, Pentiment была бы невозможна без Game Pass и Microsoft. По его словам, такие нишевые игры издатели сейчас вообще не интересуют. Спаситель Фил. Спустился с небес. Помогать нам земным. Такие-то дебилы на улице опять базарят сейчас. Я ничего не слышу. Люмпин пролетариат на Яндекс Такси катается. О, тут еще можно говорить. Чего у тебя люмпины? Люмпин пролетариат Ни катается на хрена у такси. тебя там мажорский люмпин пролетариат на такси. Да не говори. Ну, Жирует. или жируют.
Джефф Килли на броневике. Алло, пишет, привет. Здорово. Здорово, здорово. Соглашусь. Соглашусь, давно не был. А ничего было стримить. Ну да. Зато вон сколько видосиков было, правильно? Один другого краше. Так, Ого спрашивает, что будет, чего ждете? Если честно, там ни одного такого хорошего анонса не сливали и ждать тут особо нечего. Надеемся, что нас хоть чем-то удивят. Правильно? Я завангую кучу симуляторов разных, кучу выживалок, кучу рогаликов. Вот. Симулятор по Не, ну какие-нибудь там... Какие-нибудь менеджеры, там, копатели, еще что-нибудь. Копатели онлайн. Фекалис Александр Петрович. Короче, чего-то интересного, зубодробительного не ожидаем. Главная игра на ПК в этом году уже вышла. Warzone 2, которая там все рекорды бьет в Steam. Че ты пойдешь в этот второй Warzone играть? Наверное, нет, но в Соляндру что там делать-то? Весело с кем-то. Не знаю. Соло. Там ММРов нет. Там только так, на свой счет играть, на победку. Я же не папе, чтоб в Соляндру по кустам прятаться. Ни хрена тут обратный отсчет и музыка такая же. Ура, мы дождались. Боже мой, купи Intel i9. Денег дайте. Ну вон, в DNS появились новые Intel i9. Что они там, по-моему, 70 рублей стоят? Welcome to the PC Gaming Show 2023 preview. I am Frankie Ward, and while I resemble a 30-something mum from South London, I'm actually a gaming oracle here to reveal your gaming future. You are Frankie Ward. Please leave a 5-star review. While much of the games industry is currently picking Game of the Year winners for 2022, we have got our eyes set firmly forward, bringing you trailers, previews and exclusive looks at the upcoming games we'll be playing on PC next year in 2023. Then, last but by no means least, we will highlight our божественный британский акцент. closing the show with a countdown of our 6 most wanted games of 2023. But let's not get ahead of ourselves. We've got a full slate of game previews to show first. And what better way to start than with a world premiere? Let's kick things off with a first look at the new space-only sim from our developer, League of Legends. This
is Jumlight Odyssey. Космические колонии, симуляторы. Кайф. Что там, надо добывать ресурсы, расскажите. Надо деревья рубить. Since before time, whenever our explorers were lost, they would look to the forever star to find their way home. Now, a great darkness has found us. The warmongering Zootopans sought to extinguish our light. In a desperate bid to Выглядит как defend мультики our beloved 80-х home, годов. we committed everything we had. Yet, the cold malice of Admiral Voltan couldn't be stopped. Ну просто Звездные войны. The battle was lost. I knew what I had to do. Where our only hope lies. Здорово, Шинигами Сол. I, Princess Ну как Euphora, хреновая рисовка? Ну это last такая, remaining походу, regent стилистика of под our старые-старые people, мультики вот will 80-х escape годов, the которые forever выходили. star. Может даже 70-х. Those of us who survived that day lost everything. But this is not our end. We will survive. Ля, какой-то Because парес together, там. we will keep hope alive. Hunt them down. No survivors. Что, мы сегодня мультики смотрим, да? Jumlight Odyssey will warp onto our PCs in 2023. Next, fans of Trenchcoats and Blade Runner should keep an eye on our next game. Shadows of Doubt is a sandbox stealth game where you're a private eye in a fully simulated sci-fi city of beautiful, chunky pixels. Beautiful Chunky Pixels. Пиксельный киберпанк. Е. Ай, красота какая. Смотри, полностью засимулированный город, с симуляцией жизни, с какими-то преступлениями. Смотри, детективная история тебе. И музыка, просто смотри, ретро-вейв. Тот город. Ну что, Дмитрий, любопытно выглядит, не? Ну как тебе сказать? Как земля. О, смотри, боевка, ля какая. Прям круче, чем в Ты видишь, Майнкрафте. был подозреваемым, мы его арестовали. Каким детективом вы будете? Смотри, population сократилась. Минус жильцы, так сказать. Well, you don't need to be a detective to see how good that looked. Shadows of Doubt is coming to PC in Q1 2023, and you can play the beta from December 1st. Be sure to visit the PC Gaming Show 2023 preview page on Steam and sign up. Now, one В первом of the квартале services следующего is года breadth выйдет. of variety, with room for everything from cooperative ghost hunting to score-based trombone simulation.
And to showcase the expanse of experiences on offer, here's PC gamers Imogen Mellor with a few games from very different genres, all coming in 2023. Thank you, Frankie. First in our sample platter is City of Murals. In this colourful roguelike, О, you'll be gliding рогалик. and grappling across the vibrant frontiers of an alien world. Make strange new friends or fight to outlast the competition. Don't sweat the setbacks. In this cosmic fight for survival, your deaths only make you stronger. Ребята, это выглядит интригующе. Speaking of fighting, Capcom's famed fighter is back. Но with Street new Fighter and выглядит new ways to интригующе, play. правильно? In Street Fighter 6, keep your fists flying to use new drive gauge mechanics, while in-game commentators narrate the action. Wow, that took off a chunk! And a new modern control type means even rookies can throw fireballs with Вот ease. твой любимый персонаж Юрий. In the mind-bending narrative Плюс. adventure, О, A ты мне это Thousand кидал. Times Resist, О. you're a clone in the far future. Было дело. As you relive the memories of humanity's last survivor, you'll uncover a conspiracy that stretches across time and uncover the truth behind a С rewritten комментариев смотри, history. какая шиза. In Vengeful Guardian Moonrider, a totalitarian state learns a hard lesson about activating cyborg super ninjas. It's a bad И эту idea. игру я вроде уже You видел. control the Moonrider, a ninja-shaped super weapon waging a Которая side-scrolling похожа war на against Ниндзю Гайдена authoritarianism. старенького. Throughout this retro Или vengeance quest, Шиноби. you'll unlock modified chips to Я в неё на customize your фестивале abilities демо and играл. fighting style. Back to you, Frankie. Там без геймпуда играть невозможно. Thanks, Imogen. Управление, Now let's контрольная keep broadening схема our через horizons задницу. with a pair of games from Wired С Productions. невозможностью The first, переназначить a кнопку. beautiful city builder for cliffside Ой, еще один castle симулятор. enthusiasts. The second, a gruesome hack and slash game drenched in neon and unicorn guts. A little something for everyone then. Как говорится, чувствуете аромат. Пока гейм не шел. Еще один градостроительный симулятор. Build your bulwark. Дмитрий, давно пора смириться, что ПК гейминг это по большей степени симуляторы, выживалки, рогалики. По крайней мере, в последние годы. Мне бы там, знаешь, позвать Александра Мишулина, чтобы он там показал свой варкам. Не, ну может покажет, почему нет. Да ничего не Peggy покажет. 16. Буду дальше вот этим вот заниматься. Аутизм. Смерть человека. Так, это что, стрей? Обалдеть, смотри. Стрей взял лидера продаж. Количество игр про котов увеличилось в 3 раза. Ну это котяра Ну да. пожестче. Мяу. Wipe Ну off всё, any шедевр lingering анонсировали, unicorn splatters. правильно. We've got some О, смотри, RPGs to see. нам покажут Some of РПГ. the all-time great PC games have been role-playing games, whether they let us become monster hunters, spaceship captains, wasteland wanderers, computer hackers, or amnesiac detectives. And just as they let us lead all sorts of second lives, RPGs can play in all kinds of different ways. Some are about talking and making bold choices, changing the fates of entire realms with a dialogue tree. Some are strategic and thinky, demanding intricate stat management and precision play. Others, like this open-world roguelike from Systemic Reaction, are focused mostly Open World Snap. Roguelike. This Звучит is перспективно. Ravenbound. Правильно, Дмитрий? Звучит же... Может, Подходит, перспективно же звучит. Most of us wouldn't. Смотри, это ask почти that, Elden Ring. But we know you're different. Even the Raven could see that. Open World Roguelike. That's why it entrusted you to wield its power, to be its weapon. To be its weapon. To wield its power. To be its weapon. To wield its power. 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 To wield its power.
Ля to rid какая. the darkness and wound it, so that the cause does not die when you do. The hatred, Пацанов, по-моему, феписы проседают в их презентации этой игры. but just as dust carried by the wind can level mountains. Почему все персонажи с рогами за симулятор холода? Может, они это, типа, друиды, что-то такое. Ravenbound. You can wishlist Ravenbound right now by heading over to our Steam page. Okay, let's trade a Norse fantasy for the grimdark future. In Warhammer 40,000 О, вот тебе, смотри, Мишулин, как ты заказывал. But as the latest in a line of star-faring privateers with the Emperor's own blessing, you do enjoy certain privileges. Вот это уже интересно. Your very Что там own Сашуля Master покажет? for instance. The Coronis Expanse, the Imperium's perilous frontier, a foul haven for the enemies of mankind. It is the hunting ground of the rogue traders, unique and powerful servants of the Imperium. Here they seek out new worlds and servants. Here they discover heresy and Вот deceit. это правильные надписи на стенах. Слава богу, императору. Ancient machines. Murderous Xenos. Warp-spawned horrors. Ксеносы, монстры из варпа, Fanatical зелоты. Осталось еще хауситов, орков, да? In these dark reaches, the Emperor's light is faint. It is the rogue trader's duty to navigate through this dangerous unknown. For they have the power to feed the Emperor's flame, or to plunge millions of worlds into darkness. Смотри, он коллекционку Мишулин гей. анонсировал. Да, это от котов. Блин, так забавно видеть эти анимации прямиком из It might be Pathfinder. heresy in Warhammer, but this is a safe space. Ша, зря что ли рисовали, правильно? Не пропадать же добру, что. Whether they're pulling from old myths or writing magical worlds all of their own, these next games. Но вот Rogue Trader я прям очень жду. Imogen, what scrying spells have you woven up for us? Да ты же в изометрических РПГ не бум-бум. How does Gaslamp Fantasy Тем не менее, sound? я In this думаю, я survival как-нибудь game from сумею former освоить BioWare эту developers, игру. building a cozy place isn't enough. If you want to survive in Nightingale, you'll have to open portals between the Fey realms and face the dangers on the other side. But by meddling with the game's procedural Так, generation, пошли, you can походу, shape your выживалки next world какие-то, into или что something это? that will hopefully need fewer bullets. А, Найтингейл, ну точно. Найтингейл, выживалка. BioWare. Или там от Wolfsburg экс-сотрудников places a BioWare, young уже New не Yorker помню in a точно. post-apocalyptic fantasy world. Luckily for Frey Holland, she's got a newfound suite of fast, Я посмотрел flashy полчаса combat spells. геймплея этой игры And на with каком-то magical из каналов, parkour, то she ли can air dash, Game double jump, Informer, and то ли wall run her Polygon. way across the corrupted Вообще не open world of впечатляет. Athia. Let's Мне break кажется, some это еще один ice. провал будет. It looks like Darkest Dungeon, but it hacks and slashes like Gauntlet. Вот, In смотри, Aaron's какая-то The Book это of Heroes, you'll carve a path экшен through RPG. co-op campaign quests as one of 5 classes, each with their own fighting style and unlockable Ну все, perks. Diablo 4 не Aaron, The нужна, Book of правильно? Heroes opens in May 2023. If you'd like a lighter fantasy than Aaron, consider Frozen Flame, a survival RPG that understands you want to be out adventuring, not stuck in your base filling your hunger meter. It's a high magic, high saturation landscape built for exploration, not for busy work. Of
course, we haven't gone the way of the dinos yet. But for humanity in the 41st millennium, survival is anything but guaranteed. At least, that's what the Imperial propaganda tells me anyway. Speaking of, here's your latest look at Warhammer 40,000 Darktide. Так, ну это игра, которая выходит уже вот-вот совсем. Мне прям нравится, как она выглядит. Гениально, Ватсон. Не, ну не гениально, она выглядит максимально примитивно, ну, весело. Учитывая, что он рассчитан на кооп. Darktide releases November 30th, but there's no need to wait if you're anxious for inquisitorial service. With Darktide's pre-order beta access, you can play today. Visit playdarktide.com for more info. Right, let's set the chained swords aside for something more cheerful, shall we? Waiting in our next block of previews is a farming fantasy with a creature collecting twist. But first, here's Imogen with some fresh features for Project Winter. This incoming Боже update мой. for Project Winter is all about intrigue. Traitors in the snowy social deduction game will enjoy more ways to steal, sabotage, and surveil, while 2 new roles will bring new ways to play. Алиса, представьте And лицо to за окна в complement этом that, времени. holiday decoration for added festive flair. Боже мой. Over Magica is Stardew Valley with Pokemon farmhands. You'll breed, train, and battle your own collection of blobs. А теперь лицо вот кто это придумал, да? With a band of blobs at your side, venture out to find rare materials for crafting your ideal farm. Inspired by Kashubian myths, Dungeons of the Amber Griffin is a modern revival of classic grid-based dungeon crawling. Gather your full О, daredevils, еще одна ролевая choose their игра. spells, Такая skills, and олдскульный equipment, данжен and set кроулер. off across a Как world реально, filled ну with как эти monsters старые and там magic. Wizardry, Dungeons and Dragons, Ultima. Next, what do you get when you fill a mop bucket with a dash of Dead by Daylight, a pinch of Among Us, and a high-pressure environment? Well, you'd have something like Level 0, a team-based tactical horror with extremely murderable maintenance workers. Bring a flashlight. And Так, вариация на тему Амонгуса. Как мы любим искать предателей, правильно? Что не говори. Какие-то чужие. О, выйдет на всем подряд. Нормально. shake off those scares. We haven't left space just yet, and we'll need steady hands if we want to make a safe landing. Luckily, I know a few Kerbals with a very promising astronaut program. In Kerbal Space Program 2, your Kerbal cosmonauts will enjoy new tech to explore the farthest reaches of the solar system and eventually interstellar space. But don't just take my word for it. For all the details on the updated space sim, let's go over to the PC Gamer team for an exclusive interview with Nate Simpson, creative director on О, еще один симулятор. Kerbal Space Program 2.
for us, failure is not only an option, it's like absolutely mandatory, right? It's the way that we learn and evolve. One of the things I'm excited about with early access is it kind of makes everything feel a little more Kerbal in the sense that we're gonna get some things wrong. Я как вижу эту игру, Kerbal Space Program 2, у меня перед глазами ситуация, когда Take-Two заскамила пацанов, сделавших первую часть Kerbal Space Program. To make this game amazing with our community, not just for our community. Ох уж эти крупные издатели. Ну ты помнишь, да, эту историю, как их заставили там это, перекупили половину и по сути выкупили студию, которая не хотела продаваться. I cannot overstate how important it is for me to just hear what people think about this thing we're creating. We've been working in a vacuum, it's a space joke, for quite a while. This is a rare opportunity to actually find out how we've been doing. Hi there, I'm Imogen Mellor from PC Gamer, and I am joined by Kerbal Space Program 2's Nate Simpson. Would you like to introduce yourself, Nate? Hi, I'm Nate Simpson. I'm the creative director for KSP2. Okay, so Kerbal Space Program 2 coming up, early access, all that jazz. When we talked in early 2020, one of the features you highlighted were the new tutorial videos to teach people how to play. Посмотри, вон у редактора PC Gamer, смотри, там это плакат диска Elysium, портрет этого главного героя. Девушка шарится, хорошие игры, не зря она вот обзоры пишет, правильно? Фанатка не по годам. Basic rocketry. On day one of early access, we've got our basic rocketry and our basic orbital mechanics tutorials already in place. And one of the things we want to learn. Не то, что у Тохи Логина, а там висит плакатик Battlefield 2042. So we're looking forward to seeing what we find. And can you talk about how you expect to be layering? Можно порадоваться за Антона. Так-то пил, и похвалили, как плакатик подарили. Ему коллекционку прислали там, вроде. Не зря задницу рвал. Big rollout is going to be science mode. That'll be our first progression mode that we're bringing into the game that rewards exploration with kind of increasing technology levels and new kinds of parts. And then going forward from that, we have colonies, which is a big new thing for KSP2. We'll be adding new star systems over the course of early access. The first of the new star systems is called the Deb system. And once we've got all those things together, we're going to wrap it up with a nice big bow and deliver multiplayer, which is, I think, a thing that a lot of us are very eager to. Выглядит прикольно этот симулятор. Multiplayer introduces the concept of agencies, so you can work alongside friends within a single agency, contributing to a single space program in a way that's cooperative, but you can also play competitively between agencies, each of which is located at a different location on Kerbin. So with multi-agency play, you can have space. And for seasoned Kerbal players, are there any changes right now that they're going to run into and go, thank God, that's so much easier or like better right now? There are a lot more convenience improvements. Probably the biggest one is time warp under acceleration. You can now time warp while you are burning an engine. Procedural wings make airplane construction a lot easier. And then in general, the vehicle assembly building is just lovely to navigate now. There's a higher number of parts, but those parts are much easier to find in the part palette. And do you expect players to be able to keep their save files through early access into the main game? So почему так мало феписов? Кто мне объяснит? 1.0 comes out. So forward compatibility of craft files. Это я украл все феписы. У бедного Нейта? За что? За что? Ну смотри, просто тут просто 5 феписов вот на этом видосе. Мне просто захотелось феписов, я пришел и спер у него феписы. Так чисто по приколу. Да, дела, конечно. Colonies are going to change everything. Colony gameplay is about facilitating the collection of resources. And there's a system that Для этот документ был счастливый, конечно. Delivery route system. I can drive a resource extractor out to a resource deposit, drill for it, extract it, drive it back, and then turn that into a repeating delivery. And then the delivery route system does something even cooler, which you can automate the transportation of resources from one colony to another colony.
once you have that capability, you can set up like orbital colonies that are functionally hubs to which you're ferrying resources from multiple star systems even. Well, thank you so much for talking to me today. It's been an absolute pleasure. Thank you very much. It was great to meet you. Ура! 23 февраля. Так сказать, подарок на День защитника Отечества, правильно? Too many games to reasonably cover, some might say. Вообще труба. Luckily, we've got the magic of montages on our side. Так сказать, на День защитника Отечества все будем пускать ракеты, правильно? Gun-toting witch hunters to mega-sized monster slayers. Понял? Чего? Witchfire. Dead Space. О, какая-то стратегия Бархан. Ты слышал про такую? Не помню, возможно. Ля Wild Heart. Ну чисто в Фарсколке. О, смотри, Octopus Traveler на ПК завозят. Второй. Я в первый не играл. Ну, она такая классическая JRPG. Неплохая, но там... О, это я вчера тоже видел на странице Steam какой-то симулятор свиданий с шажевой теткой. О, Раст. А, нет, это не Раст. Ну, там тоже выживалка какая-то. Да пусть лучше Мишулин еще по... The Expanse. О, это же шлепатория вышла. The Expanse? Не, то, что было до него. Я не знаю. Какие в Экспансер вышел? Так, еще один симулятор какой-то строительный. Парк аттракциона. Нормально. Revitalized by that first sprint in our preview marathon? Lovely, because we have plenty of trail left to blaze for your next year in PC gaming. But before we resume our blistering pace, let's take a breather with a new addition to your laid-back simulation sandbox. Simulation Sandbox, кайф. Repair House симулятор. Чисто для немцев игра. Кайф. Смотри, какую-то старую технику, типа, надо реставрировать. Прикольно же, да? Красота. Читаю весь день, короче, сидел, технику реставрировал, вечером такой, надо отдохнуть. И пошел играть в симулятор реставрирования техники. Смотри, там какую-то мясорубку старенькую. Релакс, чисто релакс. Игра года. Начилочек. While antique restoration sounds delightful, we are taking a sharp turn in a more destructive direction now. The next course in our gaming feast is for the head clickers, combo stringers, and compulsive reloaders. Whether in first or third person, whether side-scrolling or top-down, you show up to do one thing: land more hits than you take. We've gathered the finest shooters, slashers, brawlers, and beat-em-ups of 2023. You'll see low-gravity gunfights, skeleton swordplay, and whatever you call it when someone's fighting with an umbrella. But first, we're looking backwards towards something a little more 90s. Say, hello, Gordon, to Abiotic Factor. Так. I'm feeling distinctly anxious. The Gate Cascade Research Facility has stretched the fabric of the universe. Смотри, ну просто Deus Ex to первый. breaking point.
Now, the world's greatest minds must survive a trans-dimensional catastrophe using brains over brawn to unlock the facility's secret depths. Еще один симулятор. And craft their way out of a Дмитрий, ты же supernatural понимаешь, мы situation. должны выжить. One sector at a time. Нет. Да мы и так When the выживаем. boundaries between dimensions Я так have понимаю, been это еще и mapped out. мультиплеерно, да? Коуп. It's up to the science team to endure, experiment, Не, ну коуп это логично. and maybe Любая even игра в коупе escape становится an веселая. apocalypse in the making. Aren't you glad we're together in this? Abiotic Factor is set to emerge from an interdimensional portal sometime in 2023. We're moving now into the shooter segment of our action suite to see where we'll be setting our simulated sights in the new year. Here's Imogen with a host of games that run the gunplay gamut. Хаенос. Хуенос. Have destroyed Earth and colonized Mars. The good news is that you can, as always, О, steal their хуенос. stuff. In Hyenas, Мне не нравится дизайн, который выбрали Creative Assembly. Я, конечно, не великий эстет, но мне не нравится. Оно выглядит не оригинально, я бы так сказал. А вот эту игру вроде ты мне тоже кидал, тебе было любопытно, что это, да? Нет? Мне такое ощущение, что ты мне вроде кидал. Ну да ладно. Я и кидал, но мне было... Как сказать, это было любопытно, но не настолько любопытно, чтобы идти в нее играть. Так, а вот это... Там, походу, дилей небольшой. Че там? Нет. Спасибо. Scavenge for loot in a tense post-apocalypse to mod your guns and upgrade your base, if you manage to survive the bandits and mutant wildlife. Ну, это от создателей Рика и Морти, игра, которую перенесли. Она уже вроде должна была выйти. Rick and Morty creator Justin Roiland's making a whole game about it. And High on Life is actually coming out next month. Here's some exclusive footage from the folks at Squanch Games. Take him out! Come on out so I can shoot you! You're ugly! How many of these guys are there? Че, Дмитрий, выглядит перспективно? Будоражит, так сказать, желание. Вещи труба. Просто ум не нужен, когда такая игра. Я чувствую себя чужим на этом празднике жизни. Ты представляешь, что актеры те же самые, что и мультика озвучивали, здесь участвуют. Не, ну окей, наверное, фанатам такой прикол. Мне Рик и Морти этот никогда High не on Life is нравился. releasing on December 13th, so add it to those wish lists now. Okay, compared to what we just saw, this next game about alien encounters is much less endearing. Поэтому It's a Death такое. Stranding-style apocalypse by way of cosmic horror from NetEase. 30 years after it brought humanity to the edge of extinction, you'll wield a supernatural substance to reclaim an infested Earth in this open-world survival shooter. This is one... Open World Survival. Шутер, шутер. This is the LEA Institute. All controls have failed. Repeat, all controls have failed. Everywhere, requesting evac. Stay away from the LEA Institute. I repeat. Ну и кто тут? Зомби, демоны. Похоже на то, что здесь зомби, да? Squad H73 has reached target location.
Mission objective, deviation control. А это не та игра, которую наши буряты делают или якуты? Наши буряты Там бегают. какой-то Last of Us в открытом мире, или этот, или Division свой. Как он там, я забыл, как игра называется. Не, я не в курсе. Ну да, это похоже, что это от них. Или нет, это не от них. Черт не знает. Ну вот, игра называется The Day Before. Это то или не то? Хрен пойми. Ну, вроде это не то. Цветочные люди. Мне не нравится, как выглядит ганплей в этой игре. Он прям дубовый какой-то. То есть отдачи не чувствуется, импакта не чувствуется. Просто стреляет и стреляет. Knock, knock. Once human. Visit our Steam page to join Once Human's beta test beginning December 15th, 2022. Well, I don't know about you, but I could use a break from the bullets. And we are in luck because it looks like Valheim is about to get some Viking competition. In Aska, you and your friends will oversee a Norse Valheim. in a hostile world. Какое-то обновление, видимо, для игры. Industries before commanding your villagers in sailing expeditions О, across чё? ever-changing seas. Любимая игра некоторых обзорщиков. Remember. Remember the К сожалению, не могу разделить их просто. Почему? Remember the light in the darkness. And when the Ну, это dead winter comes, такая оригинальная игра, когда выходила. remember those Сюжетная ролевая игра с элементом выживалки. who never sleep. А, нет, это смотри, какая-то Аска. Аска Лэнгли. This might come as a Не, ну в surprise, принципе but there are a трейлер lot такой. of games about hitting Ну ты же Мне понимаешь, что нравится. 2023 brings an armory's worth of похоже на Вальхейм. Нет, просто что если это не, если это не выживалка, или это выживалка, я послушаю. Imogen? Не понимаю. Lycanville is a fast-paced Я думал, там third-person что-нибудь, знаешь, жесткое про выкид. Девелопер Филипп Земляк. Земляк. Your longsword and magic are your only hope of surviving a whole cast Ля of Филя что делает. Ага. Земеля. I brought a mace myself. Смотри, Филя, что натворил-то вообще. Он просто, не знаю, Мартхау 2.0. 5 years after the events of the first Star Ой, Wars, джедай. Jedi Сурвайвер. find Cal Kestis invading the Empire's hunters as they track him across the galaxy. Expect plenty of lightsaber action. Блин, сделайте новый Jedi Knight. Так это, по сути, есть новый Jedi Knight.
Не, давайте опять про бородатого Кайла Катарна. Девелопер космонавты. Просто космонавт. Космосфер. Как тебе с М16 по космосу прыгать? Нормально? Ну, главное, чтобы стреляло. Ну, стреляй. Hunt the Night. О, пиксели опять. И пацаны вдохновлялись Bloodborne. Мистер Бабадзаки. And that's everything I have for now. But before we go back to Frankie, here's a look at what Call of Duty looks like on an Intel-powered PC. Так, кто там еще не купил Call of Duty? Срочно надо идти покупать. Purchase the Vault Edition and get the Season 1 Battle Pass and 50 tier skips. If this last game seemed a little light on loot, you're in for a treat, because in Superfuse, your comic-style carnage will earn Diablo-level piles of loot drops. But the real treasures here are with your superpowers. With each ability's own modular skill tree, you can turn a humble fireball into a splitting, exploding screen clearer. Ну это какая-то экшен-РПГ, да? Диаблоид. Да, и как тебе этот Диаблоид? Не знаю. Я в принципе не особо любитель диаблоидов. Короче, в фое. Ну да. Superfuse is coming to PC on January 31st, 2023. Obviously, superpowers are nice and all, but sometimes we just want old-fashioned fisticuffs. And Clash Artifacts of Chaos is a gorgeous and grotesque fever dream of martial arts action. In the punk fantasy world of reclusive warrior pseudo, a sacred dice game could make your next fistfight easier. But losing might mean your mutant moose opponent gets a new teammate. Let's take a look. Ну давай посмотрим, что это. Grandpa is dead. Say the words. His bones are earth. His flesh is dust. His breath. His breath is wind. His breath is wind. Where will I go? Боже мой. Что это? Что это вообще? He doesn't want to see me. All right now. I'll take you somewhere safe. That's it. Gemini is expecting you. Мама дорогая. Шизофрения. Шизофрения. And she can use it even if she doesn't win the game of dice. Imagine the power she Кто-то перестал пить таблетки, я явно вижу. Страх-то какой. Функи хотел бы быть, знаешь, это, знаю, гражданам вот такого королевства, где вот такая вот королева с 4 головами. А где у мужика просто лопата к руке привязана. Копатели онлайн. Смотри, носорог. А видел мужик, короче, это, знаешь, у петуха под клювом такая хрень, типа яиц. Мужик, короче, петух по жизни. Clash Artifact of Chaos. Создатель Клэша перестань употреблять тяжелые наркотики.
Это было что-то необычное. Amplitude Studios' endless universe. Marooned in the aftermath of a sci-fi shipwreck, you'll juggle a squad of castaways in this action roguelike, or split control duties in co-op as you fight room by room for survival. Here's the new trailer for О, Endless Dungeon. Нормально, рогалики. You? Nah. You don't have what it takes. Dude, hold on. Yeah, the dungeon is a real downer. And getting eaten so often crushes my vibe. But with a squad this rad, Дмитрий, согласись, когда игра называется «Бесконечная пещера», это как бы уже настраивает на позитивный лад, правильно? and Blaze makes things explode. Yay. Я сразу думаю, что где-то рядом тут Говард. Игра мечты для Тота Говарда, просто одна большая бесконечная пещера. С процедурной генерацией. Ну, естественно. Play with friends. У меня нет friends, у меня не с кем плей. У нас нет друзей, правильно? Да. Our action block is over. But before we move on, let's see what's in the works at the home of Half-Life. Here's an early look at upcoming projects from Valve. Опа, какие-то проекты от Valve. Steam Deck has had an exciting year. Half-Life 3. So much more to come in 2023. We started shipping this powerful handheld PC gaming device back in February. Я думаю, если бы там был Half-Life 3, то The delivery guy we hired wasn't very fast. геймдек рекламируют. Как гамбит ходят люди в разносят. And are now in stock and shipping all over North Да. America and Europe. And we're not done there. We just opened reservations in Japan. Блин, прикинь, ты, короче, сидишь, да, там это, пердишь. Тебя хоп, тук-тук-тук. Кто там? Гейб Ньюэлл, посылочку принес. Откройте, пожалуйста, распишитесь. А еще на ней навсегда будет написано, что от Габена на добрую память. From playing their Steam library on the go to using it as the powerful PC it is to do pretty much everything else. In fact, here's the dock we launched just last month. It's shipping now and lets you connect to a ton of peripherals. But don't worry, the work we did to support it means you can also use any USB hub or dock you want. In 2023, we're looking to continue shipping more and more Steam Decks and docks, and we're looking toward launching in more regions too. We'll also continue our work to get as many Steam titles verified on deck as possible. Now keep in mind, games вот бы don't что-нибудь need от that green Бабадзаки, checkmark было to бы run on прикольно. deck, but we work with developers to verify games as Например? basically a way to communicate with you which ones we know for sure run super well. Не знаю, тоже Over что-нибудь 6,000 подарил. titles are already verified or playable, and that list is growing by the day and will continue to well into 2023 and Я не beyond. халявщик, So я партнер. essentially, this represents everything we're about, continuing to make PC gaming as powerful and accessible as possible to as many different kinds of gamers as we can, all while continuing Не, to ну push она that вот technology рассказывает про то, какая for Steam players Deck and the классная industry as a штука. whole. Я, в принципе, с ней согласен. We have so much planned with Steam Deck for Несмотря на все это 2023 маркетинговое дерьмо, штука-то классная. And don't worry, we're going to go ahead and leave the delivery up to the Ну, соточку откинь. Есть способы заказать это за 30 с небольшим. Before we march on towards next year's strategy, А ну мне зачем? this is a perfect opportunity to pack in a few. Ты ж Ну, сам те, у сказал, кого что их, штука тем, у кого нет Imogen PC, brought up an это классное unconventional будет pairing for your приобретение. appraisal. A miniature Metroidvania and a dreadful dream adventure. На ПК как на ПК, жизнь прекрасная и легка. О, смотри, контент пошел. Какой-то поросенок там отстреливается от каких-то вирусов. Ой. Ну, судя по всему, это... Ля, я бы за скоростью поиграл. Скорость Судя по против всему, это метроидвания коронавируса. какая-то. Смотри. Классно выглядит. Скорость против коронавируса, я бы даже поиграл. Despite how it might look in Biogun, facing our inner turmoil isn't terribly exciting. Это VR какой-то, But нет? others А, like нет. Little Griffin are lucky enough to face Знаешь, что это benefits напоминает? from a Little magical Nightmares world это напоминает. teddy bear. In Daydream Forgotten Sorrow, you'll join Griffin Очень and Burly похоже. the bear on a dreamlike puzzle-solving adventure. Speaking of Frankie, what else is on the way for us to daydream over? Apologies to Griffin, but we can't dally around for any daydreaming. We still have a lot of games in today's lineup, and our time's only getting shorter. I think it's time to stretch the speedrunning muscles, don't you? Grab a fresh set of stakes, keep your kryptonite handy, and strap in.
Here's another volley of 2023 previews. Ля, музон качает. Арк 2, Вин Дизель. С какого он уже там этот Арк 2? Не знаю, года 4, наверное. Может больше. Вот еще одна игра, которую все ждут. Когда уже стеганы Underrail, Infusion покажут? Я не знаю. Сколько можно ждать? Они, между прочим, вот все хейтили Underrail, они вроде обещали, блин, я не помню, немного над графоном обещали поработать, и вроде над сюжетом. Бля, смотри, ну просто Call of Duty 4, Modern Warfare 10. Дредж. Ну, хотел бы быть моряком, но такой. Нет, там что-то выглядит максимально опасно. Карлсон. Игра просто называется Карлсон. Который ну, судя по всему, нет. Или который... О, FF16. Видят. АМ-16, да? О, Suicide Squad. Так, ты как спец по играм, это же не новый геймплей, это они вот, например, Suicide Squad просто старый трейлер показывают. Ну да, это нарезка того, что уже было. А нахрена? Она же сказала, типа, мы освежим память тех игр, которые выйдут в 23-м году. Я просто прослушал. Любовался ее красотой. Кого? Suicide Squad? Turn-based tacticians aren't the only ones with reasons for excitement. With Нет, exciting new Фрэнки offerings Уорд. joining the return of big names in the RTS genre, we're poised to enter a renaissance for real-time strategy. Что, прям We'll begin красотой? our deployment with a new take on the war to end all wars from Petroglyph Games, the studio behind Command and Conquer Remastered. 1914. О, Первая мировая война, смотри. Humankind играет только за Фрэнки. И что вы мне скажете? Что вы мне сделаете? Я в другом городе. Ля. Какая-то пароходная стратегия. Какой-то клон. Ты, по-моему, видел эту игру? Hearts of Iron. Вроде видел ее вчера, да, или позавчера? Western Front. Да. Это просто не потому, что я такой разумист, все везде видел. Просто у Пука Гейминг Шоу была страница в Steam. Наверное, она и сейчас есть. И я вчера потыкал игры, которые там были представлены вот на этой странице слева. И вот эта вот игра была среди тех, кто на самом верху там. В начале выдачи вот этой рекламы. Ну реально, какие-то, знаешь, мы хотим свой Hearts of Iron. With 6 different branches to research, you choose how this war is fought. To advanced engineering, improved trench warfare, and even flight. Total victory at the tactical level brings your faction one step closer to pushing back the Western Front. But in a war of inches, the victory falls in the margins. Even minor success in battle holds great merit in the grand strategy, dampening your opponent's national will and tipping the scales of war. Reach success by chipping away at their will to fight or attempt what history could not. Seize the German headquarters. Infiltrate the French capital. Step into the shoes of a commander. Face one of the most significant wars of our time. Скажи, тебе интересна тематика Первой мировой? Ну, в общем и целом, да, это любопытно было. Да?
Понял. Relive history when the Great War Ну вот Western Front тебе. released. Ну, только я в такие игры не играю. Up next, we'll take a tactical turn as our strategy segment goes turn-based. From superhero squad battlers to extraterrestrial tactics, here's a selection of upcoming squad battlers and a spiritual sequel to Heroes of Might and Magic. Блин, реально, я с ее акцентом вообще не понимаю, о чем он говорит. Тим Батлер и духовный наследник героев Меча и Магии сейчас покажут. А, да? А где тут герои? Видимо, сейчас среди них. А так это типа тактики. Капец. Ага. Наследники XCOM и Jagged Альянса, да? Ну, чувствую, да, Silent Storm, Jagged Альянса. Смотри, это какие-то супергерои, типа. Боже мой. О, Ксенонавты 2. У нас с тобой наш общий товарищ в них прям залипает. Залипал сейчас не играет. Не, кстати, выглядит прикольно. Не, ну то есть выглядит, конечно, бомжатски, но в сравнении с первой частью есть прогресс. Я бы даже, может, поиграл. Я так понимаю, Ксенонавты это вот, как тебе сказать, Форексис сделали как бы ремейк XCOM оригинального, но переделали его под свои эти хотелки. А тут чисто вот ремейк XCOM 90-х, самого первого XCOM, ну вот примерно с теми же механиками, как было тогда. Вот духовный наследник героя. Сейчас. Developer Lava Potion is happy to pick up the ball. Emerging from early access in 2023, Songs of Conquest is that classic cocktail. Так что, насколько я знаю, Ксенонавты норм, ты зря на них из-за их визуальной составляющей бочки. Ну, нормально, да. В смысле, зря за визуальную. Ну, визуально это она выглядит убого. Это максимально простенько. Part city management sim, part action RPG, Cygnus will see you leading every step of your alien outpost's defense, from the small scale to the big picture. Мияози. Enterprises contractor. We are the galaxy's leading space exploration megacorporation. You have been tasked to restore our facilities on Mytilus to a productive and profitable state. Now, let's get to work. Так, еще одна выживалка. Не знаю, я вот сейчас сижу, думаю, мне, кстати, блин, в итоге все-таки понравился трейлер вот той выживалки, которая про каких-то то ли викингов, то ли кельтов, где какая-то тетка, короче, с разрисованной мордой что-то стояла там, рожи корчила. А вот эта выживалка? Мне такое не нравится. Ну смотри, ну все какое-то радужное, все какое-то светленькое. Я люблю гримдарк, чтобы все мрачно было. Я чувствую, что я, знаешь, это, у меня в предках были явно викинги. Да маловероятно. Что, знаешь, ну, знаешь, мрачная атмосфера, да, там же вон. Как не посмотришь всякие эти вот про викингов сериалы и все такое, что постоянно там, знаешь, ни солнца, ни хрена нет, постоянно туча, они там постоянно ходят, все в каком-то говне вымазанные, жрут грибы какие-то, глюки видят. Не, хотя, в принципе, зря я думал, бочку эта игра тоже выглядит нормально. Вполне себе. Играть бы я не пошел, но для изометрии бодренько смотрится. Вот всякие там спецэффекты, говно взрывается, что-то стреляешь. NetEase Games. А, это которые сегодня Blizzard это? Сегодня прокатили. Don't relinquish command just yet. There's still plenty to see in our celebration of strategy. We're heading back out to the field with Imogen for 2 games with very different kinds of command and a check-in on the eagerly awaited sequel to Men of War. Relive the memories of a rabbit soldier's rise from disgrace in Untamed Tactics.
Smart positioning will make the most of your animal comrades and their abilities, while your parlay Смотри, еще одни тактические игры. diplomacy to change the flow of combat. Лисички, зайчики, мишки. And equipment offer options to customize your roster. Да. Listen up, logistics lovers. In this supply Мастер. chain strategy game, there are no О, losses or прикол. penalties to get between you and the wild rush of resource Господи. management. Fulfill your flowchart fantasy Просто, in просто вот блок это схема. in Q1 2023. Да. Men of War 2 marches on. О, Even despite того врага wartime Ноа. delays, Ukrainian developer Bestway will release the sequel to its acclaimed World War II RTS in 2023. Direct combined Ukrainian air, developer. and Пацаны из infantry Луганска. across both the western and eastern fronts, and use direct control to take full command of any unit on the battlefield. Frankie, what's left on the agenda? The eyes of the world are upon you. If balancing the supply chain in Master Plan Tycoon was a bit too benevolent for your taste, you're in luck. Our next game is very much the opposite. It's a reimagining of a 2009 demonic cult classic, and sure to be a favourite for any aspiring archdemon. Here's a look at Solium Infernum. We rebels who defied heaven. По-моему, мы этих ребят уже видели. Вот это вот League of Geeks и все такое. Где-то в начале какая-то игра была. Лига гвинтеров. А, это, по-моему, показывали, да, какой-то трейлер про стратегию, то ли в аду, то ли где. Я еще сказал, что я построю свою нацию. Я не знаю. Построю государство суккубов и наведу там диктатуру пролетариата. Нормально? А ее не показывали, короче, ни на какой конференции, это просто была новость, я тебе этот трейлер скидывал. Примерно с таким же содержанием. Это должна быть стратегия про ад. Если я ничего не путаю. Академа будет? Где? В Кодзима. этой игре. Кодзима будет только в раю. А геймпер будет? Этот трейлер 2 месяца назад видел. А, ну понятно, Google раскатал. Только мультики. Next, a settlement survival sim in the Survival sim. As your band of survivors grows, you won't just be gathering resources and filling out your tech tree. You'll shape the laws of a new society and decide whether humanity's rebuilt world brings an age of equality or authority. Let's dive into Floodland. Затопленная земля. Типа лагерь выживших от потопа или что это? Как потопали, так и полопали. Floodland is available now on PC. The last entry in our strategy lineup is a spin-off from a massive free-to-play shooter. О, In игра на Crossfire's ПК вышла. isometric RTS, choose your own unit selection and bring your custom army composition into campaign missions, co-op scenarios, and competitive battles. Here's the latest from Crossfire Legion. Какой еще Crossfire мультиплеер стратегия? Hello, Commander.
No plan survives. Шо, пацаны, Crossfire, а Warface будет? Стратегия Warface? Да. Here we are, battle hardened and armed with your Ох, feedback. пираньи, We are ох, now ready to пираньи. go over the top for the launch release. Ну просто, я не знаю. Command and Conquer 4. Optimizing and refreshing the battlefield, along with the final act of our gripping story campaign. Commander, Ну ладно, нормально выглядит, понтово. leaves early access. Респект. December. We've reached our final phase and we're closing out our show today with some heavy hitters. As we charge forth into the new year, these are the games we've pinned our highest hopes onto. Here are our 6 most wanted games for 2023. Самые ожидаемые игры. Что там Фрэнки ждет? In our most wanted list is the finals. The Фрэнки, что ты upcoming ожидаешь? free-to-play FPS that wows crowds. Это игра Это от что? Питера Содерлунда, бывшего создателя Battlefield'ов. It's no surprise that the finals feature some eye-popping А, environments. Да, это мультиплеер мультиплеерный какой-то? шутанг, компетитив, Those can wield the map соревновательный. The physics-based playbox doesn't end at Понял. dropping a building on your enemies. Tools like Бля, glue всё cannons and взрывается. expandable foam canisters let you add to the battlefield even as you tear it apart. With its dynamic environment tech, the finals Окей, is окей, нормально, нормально. Респект. Let's hope it delivers. Респект. Ой, пятая, что у нас пятая? Divinity Original Sin Games will be adventuring in the Forgotten Realms. Да, Слинки еще 5 лет будет, он по ушам не ездить со своим Baldur's Да в следующем Gate. году все выйдет. Adding a new entry to one of the most beloved RPGs. Да ни хрена не выйдет. Скажет, пацаны, я, короче, решил еще раз нам какой-нибудь акт переписать, поэтому Не-не-не. ждите. Handcrafted hero. Так не пойдет. Divinity join with the D&D 5e inspired combat, allowing intricate gameplay interactions. Скажет, пацаны, творческий процесс штука сложная. Так дело не пойдет. Нам нужно больше времени. The future of the Forgotten Realms is yours to decide when Baldur's Gate 3 releases next year. Few can Номер tell 4, a что peaceful dream 4 like ждем. Bethesda. And what dream is Ну-ка, better ну-ка, than ну-ка. a sweeping expanse of sci-fi adventure? О, это мы не Понимаешь, ждем. одна ролевая за другой. Какой год нас ожидает, а? Of course, in Ты чувствуешь making этот those запах games into приключений? reality, the studio is just as renowned for stumbling as it is for succeeding. It's with giddy dread that we are Симулятор клоунады, а следом за ним симулятор зачистки when пещер it's stretched across в 1000 генерируемых simulated пространствах. planets. Make no mistake, we're as eager as anyone to get our hands on Starfield when it arrives in 2023. And if Skyrim is anything to measure by, we'll probably be playing. Ну ладно, при всей моей нелюбви к играм Лориан, Baldur's Gate 3 выглядит намного интереснее, чем вот это вот. О, еще одна ролевая игра, смотри. We're dipping into the diabolical with Diablo 4. With a decade already passed since Diablo 3's release, there's a demon-slaying hole in Так а our чё world ждать-то? that Идите вон в этот... entry in Blizzard's legendary Не Ark Legends, а как он называется-то? Lost Ark, Lost Ark. Вот Lost Ark идите играйте, чё, он уже вышел. With the return of skill trees По and сути, flavor вот он, ваш classes Diablo like 4 Rogue уже and Druid, готов. the addition of an open online overworld and, most importantly, Хотя ладно, вот тут визуальная стилистика классная. Все как ты любишь, Гримдарк. excited about in Diablo 4's updated formula. Да, респект. When hell reopens in 2023, we'll be waiting out the gates. Уважаем. With the RTS genre set to make a comeback, it's prime time for Relic's acclaimed World War II series to redeploy for the Mediterranean theatre in company of The sequel's Italian campaign will offer a turn-based total war Не, ну хотя style ладно, она grand в принципе Она выглядит богато прикольно. выглядит. with a dynamic campaign map ensuring Для you стратегии won't очень даже. twice. Meanwhile, the North African campaign provides the Ну, я бы, конечно, прям на второе место ее не взял. cinematic battles. Using army В целом, customization ладно. Ну, options, опять же, craft your ideal не fighting знаю. force by reinforcing your Я units смотрю with на нее, specialists from allied nations. как будто какой-то, Your знаешь, battles will take a toll рескин on the первой terrain as части. you fight, with dynamic Графончик. battlefield damage constantly reshaping the map with new cover points. Ну, пускай делает, And a пускай. tactical pause system will let you queue orders for your units so you can command at your own pace. We don't have long to wait. Company of Heroes 3 makes landfall on February 23rd. Я думаю, в этом мы поиграем, если что, если будет возможность. Я, правда, боюсь, что там будет на игре 10 FPS,
Потому что я помню, как-то я делал тоже. Вот сейчас первое посмотрим, потом скажу. Что первое? Homeworld 3. Ни хрена они это. Сейчас такой сидит, короче, тот Говард и говорит: какой Homeworld? А я? Так он какой там, 4-й? 3. Так вот, я, короче, смотрел какой-то геймпер. Не, он 4-й, 3-й Диабло, 2-й Company of Heroes. Да, 4. Ты там что-то смотрел про 10 FPS. Да, что в Company of Heroes 3 было 10 FPS на том геймплее, который я видел. Ну, я не удивлюсь. У Релик даже в Age of Empires 4 проблемы технические были. Не, ну ладно, вот это классно выглядит игра. Респект. Homeworld 3. Ну, это космосим. Стратегия. Правда, Desert of Karak я дропнул, но выглядит прикольно. I've been Frankie Ward, and you've been watching the PC Gaming Show 2023 preview, and we're thanking you for being here. Take care, and we'll see you next year. Ну ладно, это была не самая душная презентация из всех возможных. Ну, в принципе, ну хоть что-то. Ну, новинок не было, так освежили память, чего ждать. Ну, можно сказать, что в 23-м году какие-то игры будут, правильно? Если ну, какие, ну, все же не перенесут, тем более часть из этих показанных уже были перенесены, я думаю, все-таки должны выйти. Ну да, вот хуенно выйдет. Что там? Baldur's Gate 3, правильно? В декабре да, будет там презентация Свена, где он вроде как обещал назвать дату релиза полноценно. Да, свинки опять разведет ложков и перенесет их. Сейчас скажет, а потом, когда ближе к делу, скажет: блин, пацаны, перенести. Я что-то мы, короче, написали, но мне не нравится, нам у нас какой-нибудь 10-й акт, и я думаю, надо переписать. Вы там покурите пока, вот. Divinity Original Sin 2 перепройдите. Говорят, великая игра, а мы пока это занято. О, смотри, 22 ноября что-то Joystick Awards будет. Смотри, Golden Joystick Awards. Я не знаю, ничего. Может там тоже какие-то голосования или еще что. Голосование. Да, конец года. Время голосования. Да что-то это, я по ТГ посмотрел, мне вообще неохота ни за что голосовать. Вот такой кал. Типа даже интриги никакой нет. Даже какого-то, вот знаешь, не знаю. Чего? Ладно, болеем за Бабадзаки. Посмотрим. Главное это релизы, правильно? Согласен. Бабадзаки бог. Ну ладно, ребята, спасибо всем, кто заходил на трансляцию, кто был с нами. Были интересные игры, не очень. В общем, много разного. Но, в принципе, как и ожидалось, большинство это симуляторы, выживалки, рогалики. Будем посмотреть, будем ждать. Ладно, приятного вам вечера и приятных выходных наступающих. Всем пока-пока. Чао, пока.